Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сегодня посмотрим, что же показывает вам загаданный человек и как обстоят дела на самом деле в его отношении к вам. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее и давайте посмотрим, как же относится к вам человек и что он показывает. Давайте сначала посмотрим его отношение к вам в общем и целом. Честно говоря, он сам не понимает, что будет между вами дальше, но вы ему необходимы как воздух. Вы его вдохновение, вы его мечта, вы его мотиватор. Он наполняется энергией, общаясь с вами. С вами ему легко, хорошо, комфортно. И здесь на самом деле такое ощущение, что он до конца не решил для себя, готов ли он к ответственности или нет. Но все движется к тому, что он признает ту ответственность, которую он должен возложить на свои плечи за вас и за ваши взаимоотношения. Давайте посмотрим, что он вам показывает, что он вам транслирует, как он проявляет себя. Ну, здесь чувства. Здесь чувства, которые он действительно показывает и проявляет. Причем эти чувства весьма искренние. Эти чувства, они похожи на эмоции маленького ребенка, который не умеет лукавить. Эти чувства, они на самом деле идут от сердца. Порой он сам себя не понимает. Здесь романтика просто вот бьется через край, льется через край. На самом деле человек очень романтичный, очень такой нежный и, я бы сказала, искренний по отношению к вам. Но, судя по всему, есть определенные преграды, препятствия, трудности, которые он от вас даже не скрывает. Он дает вам понять, что есть определенные обстоятельства. Давайте посмотрим, что это за обстоятельства и чем они мешают. Что это за обстоятельства? Паж жезлов. Здесь человек как будто недостаточно повзрослел. Но он движется к тому, чтобы из юного мальчишки созреть, дозреть, вырасти в серьезного мужчину. Здесь действительно трудности, которые связаны с тем, что он не в полной мере может сейчас позволить себе определенные действия в вашу сторону. И вы знаете, здесь огромное значение имеет финансовая составляющая. Рыцарь Пентаклей – это человек, который неспешно, но уверенно двигается к намеченной цели. И он дает вам понять, что подожди, все будет хорошо. Здесь действительно эти возможности, они для него очень существенны, они для него очень важны. Для многих есть влияние Пентаклевой королевы. Для молодых пар, для тех, у кого человек действительно такой вот, знаете, вот юного возраста, Пентаклевая королева – это скорее мама, либо тетя, либо старшая сестра, которая влияет очень сильно на те решения, которые он принимает. Для тех, кто смотрит на такого зрелого мужчину, скорее всего, это супруга, либо постоянная спутница. Такой вариант тоже может отыгрываться. Здесь на самом деле вот эта вот Пентаклевая королева, она ставит вашего загаданного человека в такую позицию, когда он просто превращается в ребенка. Но, тем не менее, его отношение к вам, во всяком случае, то, что он транслирует, то, что он показывает, оно очень такое искреннее и по-детски чистое, по-детски искреннее, наивное, такое невинное. А давайте посмотрим, что же на самом деле, как на самом деле он к вам относится, как обстоят дела, можно ли ему верить. Он понимает, что он в огромных ограничениях, и он сожалеет об этом. Не понимает, он не сделал до конца еще свой выбор, несмотря на то, что у него есть к вам чувства, которые он проявляет. Момент выбора он еще не решен. Карта развилки и пятерка кубков, и двойка пентаклей – это символ неопределенности. Да, на сегодняшний день чувства его просто охватывают, чувства им руководят. Но, по сути, он очень ограничен в своих возможностях. Что еще у него в его отношении к вам? Давайте посмотрим.
Да, здесь четкая неопределенность. Здесь вот именно неопределенность, двойственность. На самом деле он видит в вас родную душу, он видит в вас родного человека. Но десятка кубков — это карта семьи. Вот для молодых пар здесь вот эта десятка десятка кубков, она на самом деле символизирует такую тесную связь с близкими. Мама, тетя, сестра, и он не может их ослушаться. Для тех, кто смотрит на несвободного человека, либо же, возможно, сами вы здесь не свободны, здесь на самом деле... Десятка кубков — это карта семьи, которая является препятствием, камнем преткновения, и он до конца еще не решил, что он будет делать, как он будет поступать, и он сильно по этому поводу переживает, потому что в вас он действительно видит родного человека, к которому он испытывает чувства, но все это состояние он пропускает через сердце, он страдает, он испытывает такую колоссальную боль, он испытывает самые настоящие страдания, душевные терзания, он очень боится. Он очень боится. Он к вам эмоционально привязан, но он понимает, что он скован в своих действиях, в своих движениях каких-то. Чего боится? Давайте посмотрим. Страхи. В чем именно заключаются его страхи? Боится оказаться с вами на расстоянии. Боится выводить отношения на новый уровень, боится двигаться вперед, боится того, что вы несерьезно по отношению к нему относитесь. А почему так? Потому что для того, чтобы быть с вами вместе, нужны перемены, нужно что-то поменять, причем колоссально, и взять ситуацию в свои руки. А он на сегодняшний день в зависимой позиции, он не может сам за себя принимать решения, он зависим. Но, вы знаете, вот здесь есть тенденция к тому, что ваш мальчишка, вот этот юный, которого одолевают эмоции, вместе с эмоциями страхи, он повзрослеет, он превратится в такого сильного, властного короля. Превратится или нет? Давайте посмотрим. Будут ли эти перемены? Ну, он на самом деле пока еще вот такой вот ребеночек, и им руководит мечевая королева. Он действительно от этой женщины, вот о которой говорилось ранее, очень-очень зависим. Как только финансовая стабильность у него будет более такой основательной, как только финансовые возможности, материальные возможности будут в его руках, здесь действительно есть шанс, что больше у него окажется возможностей. Но здесь велик риск того, что вы устанете ждать этого момента. Если не устанете, то, конечно же, быть вам вместе. Двойка кубков — это карта счастливого союза. Но до того момента, как настанут эти возможности для того, чтобы вам сблизиться, ему, собственно, обрести вот эту вот стабильность, до этого момента нужно быть максимально осторожными. Такое ощущение, что здесь действительно либо вот именно любовный формат, если кто-то не свободен, либо такой момент, когда скрываете подробности ваших взаимоотношений от посторонних, и в первую очередь от этой мамы, тети, сестры и так далее. Но победа будет за вами. Пятерка мечей — это победа любой ценой. Он действительно повзрослеет. Он из мальчишки, которым руководит вот эта женская фигура, превратится в императора, который сумеет взять на себя ту ответственность, возложить на свои плечи ту ответственность, которую вы от него ждете. И действительно есть все шансы на то, чтобы стать в этих отношениях императором и императрицей. Вот такой прекрасный прогноз у нас с вами получился. Я благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.